Итак, друзья, мы находимся в торговом центре Бестужевский двор, который расположен на улице Бестужевская, дом 10 в Санкт-Петербурге. Крупнейший торговый центр, где объединились лучшие компании, которые занимаются продажей каминов и печей. Впрочем, не только продажей, но и производством, как это делает компания «Сварог», наши давние друзья и партнеры. Сегодня мы хотим подробнее расспросить у специалистов этого салона о продукции, которую запустила компания «Сварог» уже достаточно давно. Продукция эта успешно развивается. Александр, здравствуйте. Пожалуйста, расскажите нам про эти потрясающие камины из талькомагнезита. Я на самом деле про них уже, конечно же, знаю, потому что мы про них и писали, и читали, и снимали их. И я знаю, что основное их отличие в том, что здесь действительно высокое качество сочетается с очень приятной ценой за счет того, что это собственное производство России. Да, это российское производство, и это наше производство. Мы запустили. А напомните, пожалуйста, сколько времени уже вы производите эту продукцию? Около года мы без особого шума и рекламы тихонечко разрабатывали наши модели. Ну, каждый раз, когда я сюда приезжаю, я вижу какие-то новые модели. Вот, в частности, вот этот камин, около которого мы с вами сейчас находимся, как он называется? Это модель Saturn ST1. Мы ее разработали в числе первых, и она получилась по отзывам покупателей наиболее удачной. Мы это видим потому, как она продается. То есть вы уже заказывали этот камин? Да, неоднократно. Их стоит уже определенно большое количество. Это продукция, которая делается на заказ, но в том числе она и выставляется. Очень интересная такая цветовая гамма. Получается, вот насколько я знаю, что у вас покупатель может сам выбрать и дизайн, и цвет камина. Да, с дизайном проблем абсолютно никаких. То есть, если у нас приходит человек, и он хочет, допустим, чтобы здесь был не клиновой камень, а кружочек, овальчик, то это все, пожалуйста, будет сделано. С цветом иногда возможность такая есть, иногда она ограничена. Связано с поставкой камня. Действительно, иногда приходят более темные, более светлые. Иногда их существует 2-3 цвета в наличии. Но, как правило, у нас такой средний тон. Вот. Если говорить о вариантах, которые возможны, то да, естественно, этой моделью не ограничивается выбор, то есть есть гораздо большее количество моделей. На сайте у нас существует определенное количество, около 9 моделей, ну и сейчас еще около 3 в разработке, и пара в таком состоянии тестирования находится. Вот, и, потому что у нас довольно неплохой дизайнер. Сами немножечко придумываем, и у нас получается... А расскажите, пожалуйста, о конструкции вот этого камина. Это же очень важно. То есть я так понимаю, что это теплоаккумулирующий камин, который призван полноценно отапливать дом. Да, это теплоаккумулирующий камин для отопления, который состоит из нескольких элементов. Основной его рабочий элемент, движитель, так сказать, это топка. Она может быть любая. В определенной степени любая. Естественно, форм-фактор какой-то, потому что метровую топочку, например, не очень целесообразно установить в эту облицовочку, потому что иначе разрушится ее некоторая определенная эстетика геометрии. Облицовка является, собственно, вот этим теплонакопительным элементом, потому что принцип работы у нас следующий. Затапливаем, как в любом случае, с практически любым прибором, включая открытый камин, костер в лесу, мы получаем инфракрасное излучение с короткое время, в течение 5-10 минут. Воздух, который засасывается в нижнюю часть камина, начинает выходить через вентрешетки. Это конвекция уже получается. Так точно, которые устанавливаются на бока мастером при монтаже. По умолчанию на выставочной модели они не вырезаны, поскольку мы не знаем, как она будет стоять. Вот, мы делаем это уже под конкретного клиента. Таким образом, через вентрешетки у нас начинает идти горячий воздух. И, кроме того, где-то через час-полтора вот этот массив камня он начинает постепенно прогреваться. Он достигает температуры от 70 до 90 градусов, как правило, это вот 75-80 градусов. И далее не существует никаких методов сделать так, чтобы он быстро остыл. Потому что всем известно, кто связан с каминами, кто работает в этой области, кто тщательно выбирает камин себе, все знают о особых свойствах талькомагнезита. Кроме того, мы, когда начинали работать,
Ну, во-первых, естественно, была у нас определенная мысль создать свой собственный модельный ряд, это совершенно закономерно. Но сразу мы хотели определенным образом выделиться, то есть пойти в некотором роде своим путем. Поэтому материал у нас отличается, материал у нас везде 6 сантиметров. Мы заказываем. То есть это толще, чем обычно? Это толще, чем у большинства наших коллег, которые также делают подобные изделия. Вот, и мы как бы не являемся уникальными. Но это существенное преимущество. Мы достигаем. Получается, что аккумулирующая масса больше у этого камина, и, соответственно, он будет дольше держать тепло и дольше отапливать. Совершенно верно. Совершенно верно. За счет вот этого мы получили большую массу. Это не всегда хорошо. Но то, что всегда хорошо, мы получили довольно серьезные результаты по теплоотдаче. По отзывам наших клиентов, некоторые модели у нас достигают совершенно спокойно 12 часов. А 12 часов теплоотдачи – это после скольких часов протопки? Для того, чтобы прогреть вот этот камушек, требуется определенное количество времени и дров. То есть здесь надо сразу же различить такой фактор, как условия. Они могут быть одними и другими. То есть человек может находиться в жилом доме, где заведомо некая плюсовая температура. В этой ситуации у него камин разогреется в пределах часа. Может быть ситуация несколько иная, когда человек приезжает зимой в неотапливаемое помещение на дачу. Когда на улице минус 25, на даче минус 25, да, у меня такое было однажды. Минус 25. В этой ситуации часом, безусловно, не обойдется и не обойдется одной закладкой. Поэтому определенное время прогрева, оно должно быть, это, как правило, около 2, 3, 4 часов, в зависимости от... Но это очень мало. То есть условий. получается, что после 3-4 часов камин держит тепло еще 12 часов? Да? Это очень крутые показатели. Да, ну, естественно, все состоит в печном деле из мелочей, в том числе, если у нас дом имеет неудовлетворительное Ну, естественно, утепление, это понятно, если да. это летний дом, Если он камин просто стоит на улице... Совершенно верно. Поэтому мы осторожны в оценках времени теплоотдачи. Ну, а клиенты вообще что говорят? То есть вот они говорят, что им все нравится, что камин топит даже дольше, отапливает дом даже дольше, чем они планировали. Стандартная реакция наших клиентов, у которых мы устанавливаем наши изделия, такое. Ну, мы, конечно, знали, что будет так, но мы не думали, что настолько будет тепло. Круто. То есть, ну, часто он превосходит ожидания. Иногда это связано с топочкой, допустим. Некоторые просят поставить что-то помощнее. Мы выбираем иногда либо из линейки Ромотоп. Есть специальные топочки, которые рассчитаны на жесткие нагрузки, достаточно серьезно повышенные, скажем так. Это камины, которые ближе по своим характеристикам к печным топкам. Вот. И есть оборудование Schmidt, нами абсолютно любимое, которое также мы устанавливаем. У нас есть несколько моделей. А в такие же облицовки, да, устанавливаются топки Schmidt? В другие облицовочки у нас есть отдельный модельный ряд, там, допустим, это называется Сатурн. У нас есть также модельный ряд, который называется Сварог, там S1, S2, S3 по количеству рядов и высоты, и по топкам, которые туда как бы нами предлагаются как по умолчанию. Но, повторюсь, у нас нет такой аксиомы, что вот облицовка, и в ней никакая топка, кроме этой, не может быть. Всегда выбирается то, что хочет клиент под его задачу. Если человеку надо топить там 80-100 квадратных метров, и этой топки достаточно, да, хорошо. Если клиента задача повышенная, хочет он больше 150 топить, мы подбираем топку, которая... Я знаю, что еще стоимость у этих каминов этой линейки достаточно приемлемая и сильно отличается от аналогов. Очень сложно сравнивать линейным путем, вот, потому что, я повторюсь, мы работаем, в отличие от наших коллег, мы не ставим сюда сверхдешевые топки стоимостью там 30-35 тысяч, мы ставим сюда оборудование качественные, определенно выше по цене. Вот. То есть в данном случае стоит топочка стоимостью около 66 тысяч рублей, почти 67. Вот. Второе, у нас есть прекрасные чугунные топки производства Кавмет, из толстого чугуна, с хорошими характеристиками, готовые к серьезным нагрузкам, которые стоят подешевле, чем Ромотоп. Мы их ставим также сюда.
Второй момент, который следует отметить, это толщина камня. Я о ней уже говорил. Сложно сравнивать облицовку, допустим, которую выпускают кто-либо из наших там коллег, там, наши там, друзья там, из Карелии. Вот. Кто делает их там из 3-4 сантиметров, мы делаем шире. Я вижу, Александр, вот у вас в зале очень интересную облицовку, вот эту, на которую я сейчас смотрю. Насколько я помню, как мне уже рассказывали, что это не разный камень, а это один камень по-разному обработанный, вот за счет чего достигается такой эффект, как будто это разные вообще породы камня объединяются в одной облицовке. Это очень необычно. Да, совершенно верно. Это разная глубина обработки камня, разная степень абразивного воздействия, можно так назвать, и разная структура. У нас это из числа новых облицовок. Ну, это очень оригинальная идея. Пока еще даже не разместили у нас на сайте, в основном каталоге, то есть пока мы вот их появилось на свет не более 10 штук. Ну, 10 это уже довольно много, на самом деле, потому что похоже на индивидуальный заказ, очень необычно. Вот первое, к слову сказать, что любопытно, первое, которое мы изготовили, собрали выставочный образец в зале, был продан на следующий же день в 12 часов. То есть он простоял 2 часа на экспозиции. Но это неудивительно, потому что этот камин, он привлекает к себе внимание. А напомните, пожалуйста, как называется эта облицовка? Это новая модель, их у нас 2, они называются Александрия. Вот, Александрия. Мы хотели немножко так с Византией как-то перекликнуть имя этой облицовки. Вот, и во многом благодаря вот этой якобы кладке. У нас 2 типа рисунка. Это когда у нас кладка идет с вертикальной основой, а также когда... Я сниму ближе немножко, потому что это очень красиво. Очень красиво. Посмотрите вообще, какая структура. Все это по-разному выступает. Вообще потрясающе смотрится. А топочка здесь чье производство? Тоже Ромотоп? Топочка здесь Ромотоп с большим стеклом 50 на 70 сантиметров. То есть это одновременно и печь, и камин. Совершенно верно. Это 9 киловатт мощности, около 100 квадратных метров отопления в номинальном режиме. Основой является металлический каркас. Полная имитация натурального вообще вот камня, как будто его даже вот вообще не обрабатывали, вот будто просто кусок скалы вот здесь вот, а здесь наоборот идеально гладкая. Просто да, мы специально хотели достигнуть прекрасное этого сочетание. эффекта для того, Очень... чтобы казалось, что он обветрен. Да, очень контрастно получилось и очень здорово. Пожалуйста, напомните, где находится ваш магазин, где мы сейчас находимся, чтобы каждый желающий мог приехать и посмотреть своими руками, вот как я это делаю, прикоснуться вот к этому живому, прекрасному камню. Мы уже много лет находимся в торговом центре, вернее сказать, в печном центре на Бестужевской 10, на 2-м этаже. У нас здесь несколько секций, в том числе секция, посвященная непосредственно нашей продукции. Так что, друзья, приезжайте, потому что специалисты компании «Сварог», в частности Александр, ответят на любые ваши вопросы. Вы сможете посмотреть здесь все модели и больше узнать об этой прекрасной продукции. А мы с вами остаемся на связи. Не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.